Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня я украшаю морозный зимний торт на Рождество, на Новый год. И украшать я его буду без единой кондитерской насадки, без всяких кондитерских приспособлений. С таким украшением справится любая хозяйка, даже которая не имеет никакого кондитерского образования, подготовки для этого и кондитерского оборудования. Итак, украшать я его буду в технике завиток. Такая техника есть на моем канале. Ее я разработала, почерпнув эти знания именно из мастер-класса по глине. Также по гипсу им работают, этим завитком очень активно мастера. Но в данном случае я хочу сделать именно двухцветный завиток сегодня. Итак, что же нам для этого понадобится? Здесь у меня заготовка. Я сварила крем белковый. Белковый крем я здесь сварила из расчета порции на 200 грамм белка. Также у меня торт 26 сантиметров в диаметре. Я покрыла его. Часть крема я окрасила синим цветом, голубым, и часть крема оставила белым. Я покрыла торт слоем где-то 4-5 миллиметров, не больше. И ни в коем случае я его здесь не выравнивала водой. Просто покрыла белковым кремом, таким, как он у меня сварен, и не разбавлен абсолютно ничуть водой. Теперь же я покрою просто шпателем белым кремом, поэтому ни в коем случае мы здесь воду не используем, иначе эти два крема не соединятся между собой просто. Покрываем просто где-то 3-4 миллиметра белого слоя, 3, даже 4 не нужно, 3 миллиметра белого слоя. И сейчас я просто обычным пластиковым шпателем слегка разровняю. Я слегка пару нажатий сделала на распылитель и слегка сбрызнула водой поверхность, чтобы не просто придать какую-то более или менее ровную форму. Я ни в коем случае здесь ничего не выравниваю. Торт этот у меня идет без выравнивания. Теперь я для этого завитка, для этой моей техники буду использовать именно вот такую плоскую кисточку 4 миллиметра. Она у меня величиной и с искусственным ворсом. Здесь у меня кипяченая вода, в которой я просто промываю кисточку. В распылителе у меня где-то 50 миллилитров теплой кипяченой воды. Из распылителя я наношу кипяченую воду на поверхность торта и увлажняю ее, поверхность торта. Для чего я это делаю? Для того, чтобы верхний слой стал более разжиженным у нас, и чтобы тем самым я могла связать более нижние слои крема. Иначе будут просто такие вот как бы разрывы на креме. Это будет очень некрасиво. Видите, я нанесла первые завитки кисточкой. Мне они не понравились. Они выглядят слишком топорные. Я поэтому еще немножко увлажняю поверхность. Вот именно поэтому мы и смотрим, насколько увлажнена поверхность. Если сильно такие у нас идут корявые очень вот эти завитки, значит, нужно еще слегка увлажнить поверхность. Видите, вот теперь они пошли у меня более уже такие естественные, эти завитки. И начинаем делать завитки в хаотичном порядке по всей поверхности торта. Первую наносим партию завитков, скажем так, то есть первый слой. Сейчас второй слой я нанесла завитков на этот же, то есть просто в произвольном порядке. То же самое я делаю сбоку. Сбоку поверхность я также увлажнила. Проходите по ссылке в описании, там у меня будет именно подробнейший мастер-класс по этой технике завиток. Это моя эксклюзивная техника, я ей работаю уже много лет, именно в зимних тортах. И смотрите тот мастер-класс. Здесь я уже нанесла третий слой завитков, и видите, вот такая морозная поверхность, естественная, такая плавная, без разрывов у нас получается уже. И здесь у нас видно и темно-синий цвет, и более голубой, небесный такой, и белый. И получается такая естественная морозная поверхность. Вы же можете на втором слое завитков остановиться. Это все на ваше пожелание, на ваше усмотрение. Смотрите, как вам нравится, и делайте именно по своему вкусу. Теперь моя следующая задача – это сделать сугробы, чтобы как-то оформить именно основание торта. И это мы делаем без всякого кондитерского инвентаря. Здесь из кондитерского мешка я его обрезала где-то на сантиметр. И просто из кондитерского мешка волнообразно я наношу вот такие вот
линии вокруг всего торта. И той же самой кисточкой, такими же завитками я прохожусь по всем этим так называемым нашим сугробам. И сначала в одном направлении это делаю, а потом в противоположную сторону иду с кисточкой и также прохожусь в этой же технике завиток. И получается очень достойные сугробы у нас потом. И они очень гармонируют со всей этой морозной поверхностью. Следующая моя задача – это сделать елочки. Красители, если нет у вас такого голубого, вы можете просто белым сделать этот торт. Если же есть, обычно такие простые цвета продаются везде. Сейчас я сделаю пакетик. Обычно я взяла здесь кондитерский мешок. Вы же можете взять обычный полиэтиленовый пакет и обрезала у него вот такую галочку. Видите, чтобы треугольничек такой был. Из этого мешка мы сейчас будем делать ели, то есть листья, ветки у елей. Здесь я слегка смочила водой рожок вафельный подмороженный, потому что он у меня кульком выглядел, он не стоит ровно. И благодаря тому, что смочено буквально на 30 секунд в кипяченой воде, я пальчиками обломала у него это основание, чтобы он стоял ровно. И наношу ветки, вот эти еловые, так называемые, да, естественно же, в шахматном порядке, чтобы не было у нас просветов между ними. И наношу их до тех пор, пока я могу держать это рукой. Обычно вот такие 4 вида красителя, желтый, красный, зеленый и синий, продаются даже в отделах для выпечки в обычных супермаркетах. Посмотрите, может быть, в вашем населенном пункте тоже они продаются. И вы даже для домашнего тортика можете там приобрести и просто вот так вот украсить, не имея даже никаких насадок. Как сделать зеленые ели, также такие уже более сложные композиции рождественских новогодних тортов есть, конечно же, на моем канале. Проходите по ссылке, я оставлю все эти ссылки в описании к данному видео. И вот эти вот елочки я также делаю более низкие, еще 2. И просто кондитерской посыпкой, здесь у меня сахарные бусины, просто украшаю елочки. Видите, элементарно это все делается. Здесь я даже без кондитерского пинцета это делаю. Специально показываю вам, что это делается очень и очень просто. И снег я здесь имитирую обычной кокосовой стружкой. Вы же можете взять не тающую пудру, но, как правило, более сложнее ее купить, чем, допустим, кокосовую стружку. И поэтому я сегодня показываю, как кокосовой стружкой также можно имитировать снег. И также по всем сугробам по низу я прохожусь также этой кокосовой стружкой. Здесь у меня обычные конфеты покупные, магазинные, из белого шоколада. И я их покрыла слегка пищевым блеском, таким вот перламутром. И также поставлю их на тортик. Вы же можете этого не делать, можете просто вот такие вот конфеты, если у вас из глазури из белой есть, может быть карамель какая-то белая. И вот такой торт у нас получился, очень морозный, зимний, подойдет на все зимние праздники. Это видео я специально сделала для тех хозяек, которые пекут, но только учатся украшать торты. Может быть, у кого-то нет вообще никакого еще кондитерского инвентаря. И здесь я хотела показать, что даже без всяких приспособлений можно украсить достойный зимний тортик для своей семьи на праздник. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.